Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, перед вами алтарь Вуду. Хочу подарить вам очень сильную работу Маиша Таджири, что в переводе с суахили означает «богатая жизнь». Итак, о том, что Вуду – это очень сильная работа и очень быстро действует, я думаю, что вам говорить не нужно, поскольку я очень много дарила вам ритуалов Вуду. Они очень действенны, очень сильны. Единственное условие, если в других ритуалах можно верить, можно не верить, они все равно получатся. Вуду имеет такую особенность. Сомнений не должно быть ни секунды вообще. Вы просто делаете и отпускаете ситуацию, совершенно не думая о том, получится, не получится, что, как. Вуду любит, когда верит. Я вам расскажу случай своей жизни. Однажды, прочитав заговор на языке суахили, призвав определенного духа для своей работы, для решения своей проблемы, у меня эта проблема решилась буквально через 1,5 часа. Хотя тяжело было пробиться, и мне как бы в голову пришло сразу, а почему бы не попробовать Вуду? Вот я сделала Вуду, и буквально за 1,5 часа мне позвонили и сказали, что, в общем, эта проблема решена. Там нужно было кое-что сделать для человека, там, касаемо документов и прочее, прочее. И нюансов было очень много. И, как ни странно, так уж получилось, что человек, который должен был уйти в отпуск, мы думали, еще месяца 3 надо будет ждать, а он заехал по делам каким-то, и тут же попросили, объяснили ситуацию, он не глядя подписал и уехал, не проверяя, потому что если бы начал опять проверять, достал бы, а человеку нужно было очень срочно эти документы сделать. От этого просто зависел его бизнес и денежные там большие суммы и прочее. Естественно, меня поблагодарили, естественно, мне привезли подарки, оплатили мою работу, но это давно было. Я выхожу, что-то мне захотелось мороженого. Обычно, когда теряешь очень много сил, нужно дополнить. Вот почему мы набираем вес, потому что мы очень много теряем энергии, сил, а потом резко нужно дополнить. Ну и кроме того, мы ведем сидящий образ жизни, сидим сутками, работая там с фотографиями, с людьми. В основном мало двигаемся. Ну, собственно. И вот я вышла за мороженым, и у меня, знаете, в голову пришла такая мысль. Ну, неужели вот как бы пару слов всего лишь, какой-то заговор решил эту проблему? Может, эту проблему все-таки я добила другими работами, а мне кажется, что это Вуду решила, или это все-таки Вуду? Ну, как так вот? Долгое время никак не получалось, вот-вот уже должно быть и не получается, опять срывается. И тут просто сделали за 1,5 часа, ну, ни с того ни с сего человек, будучи в отпуске, что-то приехал забрать на работе, что было просто невероятно. И я вот так вот подумала, а правда ли именно вот этот ритуал? Или все же что-то другое, какой-то другой фактор сыграл? И вы знаете, мне тут же врезается в лицо, прям в глаз, оса. Ужалила меня, у меня лицо опухло до такой степени, до неузнаваемости. После чего я извинилась, я подготовила алтарь, поставила вино, я просто просила прощения у тех духов, которых вызвала, и пообещала, что если это все сойдет и все обойдется, я обязательно им кое-что пожертвую, поблагодарю. И у меня постепенно начал спадать, и утром я уже проснулась без вот этого опухоли на лице. То есть, понимаете, они очень живые силы, они все слышат, даже за мысль могут наказать. Поэтому, если в других ритуалах
Можно верить, можно не верить, просто попробовать, и оно получилось. Хотя, когда ты веришь, ты открываешь двери и запускаешь эту силу. Вуду не любят ни малейшего сомнения. Поэтому, если проводите вуду, должны верить в это. Это самое главное условие. Далее. Вообще, любой практик, когда работает, он просто свято верит, что именно так и будет. Вот спросите у меня, откуда я знаю, вот сейчас я возьму, начитаю, да, и у человека там головная боль пройдет. Вот начитаю, и у человека, скажем, кожаная болезнь сойдет на нет. Откуда я это знаю? Что именно так и получится. Я не могу вам объяснить, но я уверена, я верю, что так будет, и так и случается. Вот именно так, как я сказала и подумала. То есть я уверена в том, что у меня получится. Без веры нету магии, нет работы. Итак, друзья мои, что нам нужно? Я вам дарила ритуалы вуду, и они очень многим подходят, и очень много людей хвалят эти работы. Итак, вам нужна купюра, желательно доллар, $5, обязательно 5. Если нет доллара, значит эквивалент, ну, то есть валюта, которая в вашей стране, но чтобы там была пятерка. 50, 500, 5000, но чтобы была пятерка. Я работаю с долларом, объясню почему. Потому как доллар тянет на себе всю эту мировую систему, силу денежную. Это самая сильная, да, самая, собственно говоря, долговечная валюта пока что. Именно поэтому доллар вне конкуренции, невзирая на то, что евро стоит дороже, но доллар вне конкуренции. У доллара больше энергии, доллар более старая купюра, то есть старый номинал денежный, чем евро. И поэтому либо $5, либо ваша денежная там единица, но чтобы была пятерка. 500, 50, 5000. Ну, других, по-моему, нету. 5, там 5, 5, да. Ну, 50 тысяч, 50-тысячная есть купюра, но я не думаю, что кто-то там 50 тысяч приклеит под стол. Итак, первое, что я хочу вам сказать. Дорогие друзья, всегда держите деньги под скатертью. Где у вас рабочий стол, где у вас столовая, любую купюру, хоть 100 рублей, хоть 1000 рублей. Пускай всегда у вас будет. У вас всегда будут деньги. Большие, маленькие, но все равно у вас деньги не переведутся. Это раз. В маленьком мешочке, желательно или черный мешочек, или красный мешочек. Храните в холодильнике мелочь. У меня есть ритуал на мелочь в холодильнике, но даже если вы просто будете хранить мелочь в холодильнике, у вас всегда будет что поесть. То есть на продукты, на жизнь всегда будут деньги. Вот такие маленькие хитрости, издревле приходящие, вот стоит как бы на это обратить внимание. Под скатертью, в холодильнике. Оставляйте мелкие, большие деньги в карманах шуб, пальто, ну, одежда верхняя. Потому что это тоже притягивает деньги. На последние деньги никогда ничего не покупайте. Некоторые говорят, вот завтра буду голодать, плевать, вот лишь бы вот сейчас я хочу купить вот это вот. И реально завтра будете голодать. На последние деньги не покупайте никогда ничего. То есть вот до такой степени, что прям все со всех счетов, оттуда все это вытаскивать, деньги очень долго к вам не будут приходить. Не давайте в долг вечером, не давайте в долг человеку, который неприятен вам. Вот он говорит, вот очень нужно, там что-то хочу купить. Ты можешь сказать, вот не обижайся, давай завтра я приеду с тобой, ты мне покажешь, что ты хочешь, я тебе куплю, отдам, потом ты мне вернешь деньги. Но деньги я не отдам. Вот у меня такое правило, я не отдаю деньги, потом деньги долго не приходят. Вот так и скажите. Или скажите, что
вы сделали какой-то ритуал, и 7 лет вы не имеете права никому отдать в долг. Что-нибудь такое сочиняйте. Пускай там ложь во спасение. Потому что, когда вы отдаете деньги неприятному человеку, человеку, который вас вызывает неприятные эмоции, но он настолько просит, вам неудобно, деньги обидятся. Деньги имеют свойство, денежная сила, обижаться на человека. И долго не будет восстанавливаться. Вот вспомните, бывали моменты, когда у вас человек брал в долг и возвращал этот долг. Но у вас очень долго не было денег. Вы не могли понять, в чем дело, что происходит. Ну вот нету и не приходит. Итак, вуду – богатая жизнь. Вам нужна красная свеча. Вы можете использовать эту свечу и в других ритуалах. В принципе. У меня алтари всегда уникальные и красивые, поэтому вам столько всего не нужно. Но если есть у вас африканские статуэтки, если вам хочется, нравится, я вам еще раз говорю, что для сил очень важны ритуалы. Казалось бы, зачем они нужны? Если вы хотите долговечные работы, чтобы надолго открывалась дорога денежная, вы должны проводить ритуалы. Вот любят духи ритуалы, они считают ритуалы как чествие, как уважение к ним, насыщаются энергией ритуалов и дают долговечную удачу. Им это требуется. Не просто так выдуманные, придуманные ритуалы издревле, религиозные ритуалы, да, праздничные ритуалы, национальные, этнические ритуалы, ритуалы магии и так далее. Ритуалы дают определенную энергию и призывают определенные силы. Вы каким-то образом, как вам объяснить, вы как просите их оттуда к себе такими вот ритуальными действиями. Вам красная свеча нужна, камни. Можете хоть камни взять, просто камни. Можете на улице подобрать, ну, камни настоящие, не бетон, не все такое. Можете речные камни подобрать, можете морские, можете вот такие вот. Их называют полудрагоценные, не согласна. Когда-то они были прям драгоценные, очень редкие. Вот эти камни. Это сейчас месторождения открыли больше, поэтому это считается так себе. Но из каждого этого камня можно сделать очень красивое украшение. Одним словом, камни. Каменная сила здесь важна. Купюра. Уже объяснила, какую взять. Красная свеча. Читайте 6 раз. Да, еще мед. Немного меда, вот так, чуть-чуть, чтобы приклеить купюру. Начитывайте 6 раз. Потом мажете мед на купюру. И лицевой стороной, то есть лицевой стороной кверху, да, чтобы она была видна. Вот так вот приклеивайте под рабочий стол. Именно под рабочий стол. Там, где вы работаете, в основном сидите, пишете и прочее, прочее. То есть там, где ваша работа, где ваш доход. И у вас всегда будут деньги. Не отрывайте эту купюру. Если она сама отпадет, значит, повторите. Просто был такой случай в моей практике, когда женщине я объясняла, как что делать, и она провела с этим медом. Она занималась ремонтами, и у нее столько заказов пошло, что просто невероятно. Кстати, вы можете это провести, потом забрать эту купюру на работу к себе, намазать медом и приклеить под рабочий стол. Вот, такое тоже возможно. Может, вы маникюром занимаетесь, может быть, не знаю, купи-продай, у вас офис и так далее. Вы можете дома провести ритуал, а купюру просто забрать и на рабочий стол на следующий день приклеить. Это возможно. Некоторые спрашивают, а можно ли несколько раз там и дома, и там можно. Но каждый раз нужно будет новая купюра, соответствующая, значит, алтарь вуду, начитать и прикрепить. За других вы не можете делать и не имеете права. Вы не можете у сына делать, у дочери. Объясните им, пусть они сами делают. Если они совершеннолетние люди, они должны сами это делать. Итак, вот женщина занималась ремонтами. Из Украины они там с мужем здесь работали. И она
в общем, пришла, и у нее там не было каких-то, в общем, заказов не было и так далее. И я объяснила, как что надо делать. Объяснила, как надо заговорить все это. Ну, после моих работ сказала, чтобы она усилила это все дело. Она пошла домой, сделала, приклеила, и у нее пошли заказы. Вот они полгода просто катались, как сыр в масле. Все удивлялись, что вот просто заказы сыпались. Пока в один прекрасный день ее дурак-муж в пьяном угаре не оторвал эти деньги и не пошел купить сигарету. И после этого все остановилось. Потом она снова пришла. Я снова провела. Он второй раз это сделал, через месяца 2, что ли. Я говорю, знаете что? Вот за вас я не хочу получать от духов по шапке. Идите-ка вы подальше. Вот как хотите, так и живите. Раз у вас мозгов нету. Вот у него деньги закончились, и он решил, взял, оторвал. Но если ты знаешь, что это тебе дает доход, это что за неуважение к силам? Вот такого, конечно, быть не должно. Но если ребенок оторвал или там случайно упал, ну, в общем, что-то случилось, ничего страшного. Купюру отложите. Что делать с подобной купюрой? Некоторые спрашивают. Ну, вот порванные там после ритуалов, да, уже загрязненные медом и так далее. Унесите под дерево, оставьте. Просто положите где-нибудь и оставьте. Все. Ничего не будет с тем человеком, кто подберет, но, по крайней мере, уберите. Уберите подобную купюру из дома. Все. Сжигать нельзя, вы обидите денежную силу. Просто вы выносите, поскольку она потеряла свою силу. И обязательно повторять. Если вы не будете повторять, тогда не выносите. Потому что вы это выносите, и вы должны повторить, усилить. То есть эту энергию снова набрать и дома оставить. Итак, поехали. То есть заговор на суахили. Я немножко не туда ударение поставил. И вам нужно будет подождать несколько дней, пока Яна наберет. У нее сейчас много дел. Новая книга скоро выходит, поэтому она пока книгами занята. Но на днях она обязательно наберет, она набирает за короткое время и выставляет. И попрошу внизу 1 000 000 раз не писать. А где заговор, а что заговор? На днях выставила, чтобы дело сладилось, и внизу одна хрюндель написала: а что, не могла заговор, что ли, поставить тоже? Конечно, я выкинула ее в черный список. Я выкидываю в черный список тех людей, которые пишут: ой, я сделаю и напишу, получилось или нет. Все. Человек, который усомнился в этой работе, у него никогда ничего не получится. Не потому, что сомнение. Сомнение – это нормально. Но человек, который вот так вот считает, вот напишу, если получится, этот человек уже не уважает эти силы, поэтому эти силы этому человеку, ну, может, помогут, но мне такой зритель не нужен, который вот так вот по-колхозному относится как потребительски к этим силам. Я сделаю, если что, напишу. Все, дорогие друзья. Теперь заговор. Берете купюру в руки и начитываете 6 раз. Нгуву я фатха, вута песа кванджу, вута утаджири, ndani я nyumba, я анджу, лала гизани, напига песа, хапа, кутока кушини, кутока макхариби, кутока касказини, кутока машарики, Njoo pesa, njoo utajiri, njoo dhahabu, njoo utajiri wa ulimwengu. Na iwe hivyo. Nguvu ya fatha, vuta pesa kwanju, vuta utajiri, ndani ya nyumba yangu, lala gizani. Napiga pesa hapa, kutoka kushini, kutoka magharibi, kutoka kaskazini, kutoka mashariki. Njoo pesa, njoo utajiri, njoo dhahabu, njoo utajiri wa ulimwengu. Na iwe hivyo.
Nguvu ya fatha, vuta pesa kwanju, vuta utajiri, ndani, ya nyumba, ya anju, lala gizani, napiga pesa hapa, kutoka kushini, magharibi, kutoka kaskazini, kutoka mashariki. Njoo pesa, njoo utajiri, njoo dhahabu, njoo utajiri wa ulimwengu. На iwe hivyo. Я надеюсь, не нужно напоминать, что я составляю, поскольку я знаю магический язык суахили. Не именно суахили, а язык магии. Те термины, которые нужны для составления заговоров на суахили. Нгуву я фатха, вута песа кванджу, вута утаджири ndani, я нумба, я анджу. Lala gizani, napiga, pesa hapa. Kutoke kushini, kutoke magharibi, kutoke kaskazini, kutoke mashariki. Njoo pesa, njoo utajiri, njoo dhahabu, njoo utajiri wa ulimwengu. Na iwe hivyo. Nguvu ya fatha, vuta pesa kwanju, vuta utajiri. Ndani ya nyumba yangu, lala gizani, napiga pesa hapa. Kutoka kushini, kutoka magharibi, kutoka kaskazini, kutoka mashariki. Njoo pesa, njoo utajiri, njoo dhahabu, njoo utajiri wa ulimwengu. Nguvu ya fatha, vuta pesa kwanju, vuta utajiri. Ndani ya nyumba yangu, lala gizani, napiga pesa hapa. Kutoka kushini, kutoka magharibi, kutoka kaskazini, kutoka mashariki. Njoo pesa, njoo utajiri, njoo dhahabu, njoo utajiri wa ulimwengu. На iwe hivyo. Кажется, 6 раз прочитали. После того, как прочитали, поворачиваем на эту сторону. Берем мед. И вот нужно помазать медом. Вот так. Мазать медом прям хорошо. Ничем нельзя крепить. Никакими там изолентами, все такое. Мед. Мед будет держать. Просто мед должен быть густой и настоящий, естественно. Тогда все будет хорошо. Ой, извиняюсь. Сейчас еще намажем. Угу. Вот. И нужно прикрепить под стол. Прям вот внизу, где вы работаете. Неважно, там в центр стола, край стола, как удобно. И так руками проведите, чтобы приклеилось как следует. Я вас уверяю, у вас всегда будут деньги. Малые, большие. Для больших денег нужно более такие ритуалы, именно имею в виду, что постоянно. Но этот ритуал приведет обязательно достаток. И деньги будут все время. У меня такой ритуал уже есть, но еще один вам не помешает. То есть наподобие этого такой же силы ритуал. Итак, друзья мои, все закрепили под столом, прям там же. И он будет держаться очень долго, и, может быть, пока этот стол будет существовать, потому что мед имеет такую особенность прям приклеивать, если не оторвать. Что сделать с купюрой, если вдруг что случится, я вам уже объяснила. Мне кажется, я вам все объяснила и сказала. Желаю вам достатка в дом. И проведите. Чем больше и чем более разные вы будете проводить работы, тем больше шансов, что или все эти
ритуалы будут работать у вас, или несколько из них обязательно вы попадете в точку, и они сработают. Всем удачи и всех благ.